Первый игровой день мужской лиги наций не побаловал нас чем-то интересным и интригующим, так что с глазами полными надежды зрители смотрели на день второй. Польша против Аргентины, Япония против Нидерландов, Франция против Италии и Бразилия против Австралии. Звучит неплохо. Как прошли эти матчи, я вам сейчас расскажу. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали. Игровой день начался с матча Польши и Аргентины. Несмотря на то, что большая часть польских звезд еще на турнир не приехала, полякам и без них есть кому удивить соперника. Но порой приходилось удивляться от действий самих аргентинцев, что приводили их к проигранным розыгрышам. А за счет того, что подача у Аргентины не летела, отыграть гандикап они не смогли. 25-21. Определенно все ждали хорошей игры от Томаша Форнелла, который провел мощный сезон за Ястребский. Аргентинские болельщики, конечно, рассчитывали на лучшего бомбардира Олимпиады в Токио Бруно Лиму. Но, к сожалению для них, диагональный сборной Аргентины не был так же продуктивен, как в первом игровом отрезке. И именно его остановили блокирующие Польши на сетболе, что и позволило им победить 25-22. Первый же матч второго игрового дня подарил нам больше равной борьбы, чем все 4 встречи дня первого. Команды поочередно перехватывали друг у друга инициативу, и до последнего не было понятно, кто же выйдет победителем из этого сета. Ни Польша, ни Аргентина за весь игровой отрезок ни разу не могла добиться преимущества хотя бы в 2 очка. Но как мы знаем, в волейболе невозможно победить, не добыв заветный гандикап на табло. И кто бы мог подумать, что все закончится именно так, как получилось по итогу. 25-23 Польша вырывает этот тяжелейший сет себе, а вместе с ним и матч. Самым результативным игроком стал доигровщик Польши Томаш Форнелл, который набрал за 3 сета 14 очков. Статистика остальных игроков по традиции на ваших экранах. Еще одно интересное противостояние ожидало нас в Бразилии, где сошлись Япония и Нидерланды. Особое внимание к этому матчу приковало сражение Немира Абдель-Азиза и Юджи Нишиды, где первый добыл для команды 5-очковое преимущество, а второй активно пытался его ликвидировать. Но голландский диагональный в первом сете был просто неудержим, что и позволило его команде взять верх 22-25. Японцы вновь крайне неудачно начали для себя игровой отрезок. И в этот раз Нидерланды были более бдительны и не позволили подобраться сопернику к себе. И при счете 18-23 вряд ли у кого были сомнения, что и этот сет достанется команде из Европы. Но на подаче Рана Такахаши Япония совершает феноменальный рывок и не только сравнивает счет, но и выходит вперед. И как после такого не опустить руки? 26-24 сборная Японии спасает для себя второй сет. После такого Нидерланды долгое время не могли прийти в себя. И теперь уже казалось, что японцев ничто в такой ситуации не сможет остановить. Только в этот раз на мощный камбэк настроились уже голландские блокирующие. Было интересно, как теперь сборная Японии сможет прийти в себя после такого упущенного преимущества. Но сыгранность японцев дала свои плоды, и они смогли забрать себе третий сет 25-22. Голландцам не удалось взять инициативу в свои руки, так что они вновь оказались в роли догоняющих. И вновь в этом матче образовалась ситуация, когда одна из команд могла рассчитывать лишь на чудо. Но в этот раз чудес не произошло, и Нишида ставит красивую точку в матче. Самым результативным игроком встречи стал Юджи Нишида, наколотивший 25 очков. Чем отметились остальные участники матча, вы можете увидеть в данном протоколе. Поздравляю фанатов японцев с победой их любимой команды, но бонусом к этому вы можете получить еще и дополнительную 10% скидку на любую продукцию японской компании Mikasa в магазине Кинаш. Для этого вам нужно перейти по ссылке в описании или закрепленном комментарии, выбрать интересующий вас товар, а затем в комментарии к заказу необходимо указать кодовое слово, и тогда вам оформят дополнительную скидку в 10%. Очень важно, что кодовое слово необходимо указать именно в комментарии к заказу. На данном этапе доступен только такой вариант применения скидки. Ну и также необходимо переходить по моей уникальной ссылке, иначе мне за эту интеграцию не заплатят. Спасибо, что посмотрели рекламу, теперь можно вернуться к обзору.
Возвращаемся в Оттаву, где нас ждал матч действующих олимпийских чемпионов и чемпионов Европы. И этот поединок явно соответствовал вывеске, ведь с самых первых мячей завязалась очень плотная борьба. И лишь за счет серии подач от Гапета и Бризара Франция смогла обеспечить себе хоть какое-то преимущество по счету, которого им с лихвой хватило, чтобы выйти победителем из первого игрового отрезка 25-22. Начало второго сета выдалось таким же равным, как и все, что мы видели до этого. Но вновь решающим фактором для французов выступила подача, что позволило добыть небольшой отрыв, который в дальнейшем Франция медленно, но уверенно продолжала наращивать. И как казалось, все в этом игровом отрезке уже решено. Только как и японцам, Италии удалось совершить сумасшедший камбэк в концовке. Жаль, что доделать начатое они не смогли. Франция оказалась более стойким соперником, чем сборная Нидерландов. Итальянские игроки старались не отчаиваться и начали давить на соперника со старта третьего сета. Но в очередной раз пара удачных серий подач от французов перечеркнула все старания Италии. А на очередной камбэк сил уже не было. Французы дожимают Италию и одерживают сухую победу. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Италии Юрий Романо, записавший себе в актив 15 очков. Остальная статистика также находится на ваших экранах. В матче Бразилии-Австралии, в отличие от предыдущих встреч, борьбы не завязалось вовсе. Хозяева без каких-либо проблем разгромили своего соперника. А главной движущей силой был диагональный Алан Соуза, что набрал 18 очков, как и Лоренцо Попа из сборной Австралии, но его команде это сильно не помогло. Вот такими матчами побаловал нас второй игровой день мужской волейбольной лиги наций. Было куда интереснее, чем в первой группе матчей. Надеюсь, что команды градус сбавлять не будут и следующие поединки будут только жарче. Пока не совсем понимаю, как буду справляться с таким объемом работы, но буду прилагать максимум усилий, чтобы не выбиваться из графика и радовать вас новыми обзорами. Так что обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы я понимал, что вы цените мою работу и ждете выхода новых видео. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока!